Привет, меня зовут Светлана, и в этом видео я покажу процесс создания вот такой баночки из гипса. Очень давно я хотела попробовать сделать что-то из этого материала, но не хотелось много вкладывать. Как и любое дело, это требует затрат. И вот однажды я заказала форму из Китая, также купила всего несколько килограмм самого обычного строительного гипса, еще взяла силиконовую емкость для смешивания и принялась творить. В интернете я нашла информацию, как рассчитать количество гипса и воды для своей формы. Ссылочку на этот сайт оставлю в описании под видео. Для этого сначала нужно наполнить форму водой и определить ее объем, после чего произвести все расчеты. Необходимое количество воды добавляю гипс и все тщательно перемешиваю. Мелкие пузырики можно убрать антисептиком, для этого достаточно просто брызнуть его на поверхность. Также для повышения прочности гипса в воду можно добавлять пластификатор. Количество, в котором он необходим, производитель указывает на упаковке, но я же решила просто попробовать, поэтому пока делаю без него. После того, как все хорошо замешали, можно наполнять форму гипсом. Смесь должна получиться однородной и без пузырей. Для того, чтобы поверхность была гладкой и все детали были хорошо заполнены, форму нужно хорошо простучать, чтобы вышли все пузыри, иначе на их месте потом могут образоваться пустоты. Для удобства некоторые пузырики я выгоняла при помощи деревянной шпажки, а с поверхности убирала при помощи антисептика. Что касается самого гипса, некоторые заливают его, пока он еще жидкий. Кто-то ждет, пока он начнет немного схватываться. Я же выбрала именно второй вариант. Остатки гипса нельзя смывать в канализацию, потому что он будет засорять трубы. Поэтому из ложки убрала его, пока он еще не застыл, а из емкости буду убирать после застывания и выброшу в мусор. Спустя несколько часов баночка была уже готова, гипс схватился и можно было доставать. Сначала изделие было немного сероватым, но после окончательного высыхания побелело и стало намного легче. Также я очень удивилась поверхности, она гладкая и кажется, как будто работа выполнена из керамики. Как видно, у меня не получилось залить форму без единого пузырика, местами на поверхности остались пустоты, но их не так много и это не критично. Если вы уже опытный мастер, то с радостью получила бы от вас совет. По итогу работы, если где-то остались какие-то неровности и шероховатость, то все можно убрать при помощи наждачной бумаги. Я этого не делала, меня все устраивает и в таком варианте. Пока еще не придумала, как именно буду использовать эту баночку, оставлю просто для декора. Ну и в конце хочу вам сказать, что если вы так же, как и я, хотели попробовать этот вид творчества, то рекомендую не откладывать. Это очень увлекательно и надеюсь, вам было интересно узнать, что я тоже пробую что-то новое и не всегда получается все с первого раза. Этот материал я однозначно буду использовать в своих работах, совсем скоро будут видео с новыми идеями, ну а на сегодня все, я с вами прощаюсь, увидимся уже совсем скоро.